Приветствую всех подписчиков и гостей своего канала. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить масштабным моделям ленинградского завода «Двигатель», а именно ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА и ГАЗ-60, которые выпускались на этом предприятии с 1982 по 1996 год. Данные модели являлись копиями на легендарный советский автомобиль, который более известен как «Полуторка». Разработанный инженерами Горьковского автозавода в 30-х годах, грузовик стал самым массовым советским грузовиком в первой половине 20 века. Всего на 4 заводах был выпущен почти миллион машин разных модификаций. ГАЗ-АА – среднетоннажный грузовой автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны. Образцом послужил американский грузовик Ford модели АА образца 1930 года, но впоследствии перепроектирован по отечественным чертежам. Полуторка проявляла фантастическую живучесть и ремонтопригодность во время Второй мировой войны и отвечала требованиям военного времени, несмотря на всю свою простоту. ГАЗ-ААА – интересный образец грузового автомобиля повышенной проходимости. Имел 3 оси и колесную формулу 6х4. Данный оригинальный грузовик был создан на базе американского грузовика Ford Timken. Машина была способна перевозить грузы до 2 тонн весом, но в связи со сложностью конструкции данный грузовик выпускался очень незначительным тиражом. Трехосные грузовики данной модификации выпускались с 1934 по 1943 годы. На базе ГАЗ-ААА было создано немало спецавтомобилей для военных целей и был создан целый класс бронеавтомобилей, а также системы залпового огня «Катюша». Производился данный автомобиль до 1943 года вплоть до эвакуации завода. ГАЗ-60 – грузовик на гусеничном ходу грузоподъемностью 1,2 тонны, который получил тот же двигатель, как и базовая полуторка, на основе которой он был построен. Идея была очень интересна, особенно в труднопроходимых регионах СССР, однако реализация была не очень хорошая, и из-за многочисленных рекламаций в 1943 году выпуск вездеходов ГАЗ-60 прекратили. С оставшихся грузовиков сняли гусеницы и переобули в обычные колеса, таким образом получив стандартную полуторку. Про ленинградскую масштабную модель от завода «Двигатель» информации гораздо меньше, чем про настоящую полуторку. Моделька была почти вся металлическая, а открывающимися частями были только двери. Ленинградские ГАЗы выпускались в разных цветовых вариантах, но в основном цвета были темными и близкими к хаки. Модель ГАЗ-АА выпускалась с 1982 по 1996 год. Самые ранние модели были с резиновыми шинами, а поздние уже с пластиковыми. Самые первые выпуски имели указание цены 4 рубля 00 копеек на днище под кабиной водителя, а названия модели и масштаб писались на задней части днища. Эмблема завода могла быть как на задней части, так и отсутствовать вообще. Чуть позже цена переместилась в заднюю часть днища вместе с названием, масштабом и эмблемой. Затем эмблема переместилась на днище под кабиной, цена исчезает и появляется Made in USSR. В самых поздних моделях 90-х годов на днище есть только эмблема, масштаб и название модели. Также более ранние модели ГАЗ-АА отличают наличие на днище 2 отверстий для крепления кузова. Модели ГАЗ-ААА и ГАЗ-60 начали выпускаться в 1983-1984 годах и практически одновременно, поэтому особенных отличий в периодах производства этих моделей нет. Исключение составляют надписи на днище. В более ранних моделях до конца 80-х годов есть указание цены 4 рубля 30 копеек для ГАЗ-ААА и 4 рубля 40 копеек для ГАЗ-60. Затем цена исчезла и появилась надпись Made in USSR. В самых поздних моделях 90-х годов на днище есть только название модели, масштаб и эмблема завода. Коробок для этих моделей было великое множество, которые отличались в основном цветами и техническими надписями. Также часть моделей поставлялась в сувенирных прозрачных пластиковых боксах, как обычного исполнения с вкладышем, так и приуроченных к праздникам и украшенными лентой. Ранние боксы были с одним фиксатором колес, затем с 2, а самые поздние еще и с ограничителями. Цены на модели ГАЗ завода «Двигатель» сравнительно невысокие, и купить данную модель не составляет особого труда, так как на аукционах предложений по ним более чем достаточно. Модель в хорошем состоянии без коробки можно купить за $10-20, а с коробкой немного дороже.
Больше ценятся ранние модели на резине и с ценой под кабиной, а также модели в юбилейных боксах, цена на которые достигает $50-100. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на мой канал. До новых встреч в эфире. Пока.